Delta Medical входит в топ-10 фармацевтических компаний Украины, поставляя в страны Восточной Европы и Азии продукцию более 37 всемирно известных производителей. 2020 год для компании Delta Medical стал годом активного расширения. Развитие сети дистрибуции товаров в Украине потребовало реорганизации и автоматизации складских процессов. При разработке системы автоматизации складом мы с коллегами из Центра бизнес-технологий подробно пересмотрели все складские процессы. И многие, если не все процессы, существенно изменили. Отдельно хотела бы отметить построение нового процесса – весового контроля. Сегодня 90% заказов идут сразу на упаковку именно благодаря грамотно построенному процессу весового контроля. Внедрение автоматизации позволило увеличить скорость практически любой операции на складе и значительно сократить физические нагрузки на сотрудников, которые их выполняют. А маркировка контейнеров и коробов уникальными штрих-кодами, управление, подсказка действий и контроль всех операций ВМС позволило убрать так называемый человеческий фактор и снизить количество ошибок. Сейчас, год спустя после внедрения проекта, количество рекламаций уменьшилось более чем в 2 раза. В общем, хочу подытожить. Внедрение ВМС-системы не только оправдало наши ожидания, но и превзошло их. В 2020 году к нам поступило обращение от компании Delta Medical о необходимости автоматизации процессов склада, обеспечивающего дистрибуцию фармацевтических товаров в Украине. Целью проекта для Delta Medical было повышение эффективности складских процессов на основе современной ВМС-системы. Исходя из множества критериев, мы рекомендовали к внедрению мощную и гибкую систему ВМС-логистика управления складом версии 5.0 на технологической платформе BAS. Эта система поддерживает широкий спектр устройств автоматической идентификации, включая мобильные терминалы сбора данных и принтеры этикеток компании Zebra. Особое внимание мы уделили проработке процессов и автоматизации розничных заказов. Наиболее сложным и ответственным участком для нас стала реализация алгоритмов управления в реальном времени автоматизированным конвейером и системы световой индикации Pick-to-Light. Достаточно нетривиальными были задачи увеличения пропускной способности склада и равномерного распределения нагрузки между складскими работниками. Однако, благодаря команде проекта и продуктивному взаимодействию с командой заказчика, все эти задачи были успешно завершены. Проект автоматизации склада Delta Medical получился очень насыщенным и интересным. Совместными усилиями мы настроили ВМС в соответствии со сложными требованиями законодательства и стандартами Good Distribution Practice, которые используются в фармацевтической отрасли. Для того, чтобы наглядно показать оптимизацию всех бизнес-процессов, рассмотрим основные участки работы склада, включая приемку, отбор, отгрузку и подпитку, а также инструменты для анализа его функционирования. В отделе приемки приходящий от поставщиков товар раскладывается по наименованиям и сериям продукции, после чего в программе ВМС обрабатывается документ прихода, создаются уникальные контейнеры, распечатываются их этикетки. Сотрудник склада маркирует этикеткой контейнера каждую палету товара. Информация о приходе поступает в ERP-систему, а программа ВМС планирует размещение контейнеров. Созданные системой задачи на размещение контейнеров поступают на терминалы сбора данных сотрудников приемного отдела. Сотрудник сканирует штрих-код контейнера, и программа ВМС подсказывает ему подходящую ячейку для его размещения, либо просит сотрудника указать ячейку по его выбору. При этом система контролирует правила совмещения товара в ячейке. Гибкость настроек ВМС позволила сформировать разные стратегии размещения для каждого типа и статуса товара, учесть специфику размещения возвратов от покупателей. Для завершения задачи работник склада сканирует штрих-код конечной ячейки. После размещения контейнера принятый товар становится доступным для отгрузки. Заказы на отгрузку поступают в программу ВМС из ERP-системы Delta Medical. ВМС на основе сложной системы приоритетов автоматически передает заказы в работу, создавая задачи на отбор из различных зон склада. Задачи отбора попадают в специальные рабочие потоки, где выполняются по настроенным в системе правилам. В складе Delta Medical выделен палетный отбор, отбор ящиками и мелкий отбор единиц товара.
Отбор ящиками происходит с первого яруса палетных стеллажей, которые выделены в отдельную складскую зону. В задаче на отбор указана ячейка и номер палеты, из которой нужно взять заданное число ящиков продукции. Количество ящиков рассчитано на основе ящичной нормы, задаваемой для каждой серии товара. При отборе для каждого ящика формируется этикетка с уникальным номером транспортного контейнера, которая распечатывается на мобильном принтере и наклеивается сотрудником на ящик. После маркировки ящики транспортируются в зону контроля. Отбор мелкого товара выполняется из ячеек гравитационных стеллажей с использованием автоматического конвейера и системы световой индикации Pick-to-Light. Линия конвейера разделена на секции, каждая из которых оборудована станцией сброса коробов, сканером штрих-кода, набором модулей Pick-to-Light и персональным компьютером с монитором. Задачи на отбор мелкого товара группируются системой так, чтобы обеспечить равномерную загрузку секций конвейера. На конвейере используются одинаковые короба, которые занесены в систему как контейнеры отбора с индивидуально заданным весом тары. Программа ВМС назначает каждому контейнеру маршрут движения, содержащий список секций, на которых этот контейнер должен быть сброшен для выполнения отбора. После сброса контейнера на секции и сканирования его номера ВМС передает команду Pick-to-Light для подсветки ячеек, из которых необходимо взять товар. На модулях Pick-to-Light отображается количество отбираемых упаковок. При этом вся информация дублируется на мониторе секции. После отбора товара из ячейки сотрудник нажатием на кнопку гасит модуль Pick-to-Light. Система сигнализирует об окончании отбора подсветкой модулей среднего ряда, затем сотрудник ставит контейнер на линию конвейера. После посещения всех секций маршрута контейнер отбора направляется на взвешивание с помощью автоматических весов конвейера. При допустимых отклонениях ВМС направляет контейнер на упаковку, иначе на контроль с детальным пересчетом его содержимого. Для обеспечения бесперебойного отбора ВМС автоматически генерирует задачи на подпитку ячеек гравитации из буферов или зоны отбора ящиков. Зона контроля разделена на секции, на каждой из которых оборудовано по 2 рабочих места. Система направляет контейнер отбора на секцию с наименьшим количеством непроверенных контейнеров в очереди. Контролер сканирует контейнер, система подсказывает ему режим проверки, определенный по результатам взвешивания. В режиме контроля контролер сканирует штрих-код каждого товара, серия проверяется визуально. При обнаружении излишков или проблемных упаковок они перемещаются в специальные контейнеры. В режиме упаковки контролер просто упаковывает товар в тару для транспортировки, при необходимости раскладывая товар в несколько коробок. Для каждой коробки система формирует транспортный контейнер с уникальным номером и печатает его этикетку. Упакованные транспортные контейнеры по специальной ветке конвейера направляются в зону экспедиции, откуда с использованием терминалов сбора данных отгружаются в автомобили для доставки. Выбирая решение для автоматизации склада, мы обращали внимание не только на функционал систем и их стоимость, но и на профессионализм будущего подрядчика и имеющиеся отзывы о нем. Опыт показал, что выбор компании «Центр бизнес-технологий» и системы 1С ВМС управления складом был правильным. Мы достигли поставленных целей. Все задачи проекта были выполнены. А команда проекта, состоящая из сотрудников нашей компании и компании «Центр бизнес-технологий», показала высокий профессионализм в решении сложных, нетривиальных задач. Работающий результат вы можете видеть перед собой. Мы им очень гордимся. А компанию «Центр бизнес-технологий» мы благодарим за их вклад в его достижение.